Всем привет! А что если я скажу, что успешное прохождение Power Sequence вовсе не означает корректную работу системы питания? Вот это поворот! Сегодня у меня гостит вот такая вот красавица. Это Radeon RX 7900 XTX от Sapphire. Очень красивая и приятная плата, я в нее прям влюбился. Пришла, как обычно, с проблемой не включается. По первичному осмотру я ожидал банальную фигню и начал ремонт без камеры. Но проблема оказалась интересней, и я подрубил запись, пусть и не сначала. Поэтому давайте введу вас в курс дела. При первичных замерах отсутствовало напряжение 1,8 вольта. После более детального изучения я заменил преобразователь, формирующий это напряжение. После этого 1,8 вольт появились, но проблему это не решило, остальные напряжения все так же не поднимались. На этот раз отсутствовало следующее по секвенсу напряжение 0,75 вольт. Оно построено на таком же преобразователе, который после детальных замеров я также заменил. И вот 0,75 вольт тоже поднялись. С этого момента я подрубил запись, потому что дальше интереснее. Смотрите, вот наше напряжение. 1,8 вольта. Все в порядке. Идем дальше. 0,75 вольта. Тоже есть. Последнее напряжение в Power Sequence, контроллер памяти 0,8 вольта и память 1,3 вольта. Идеально. То есть Power Sequence прошел нормально и есть надежда, что карта запустится. Сейчас карта подключена второй. Давайте для начала прогоним тест памяти. Упс, у нас ошибки по всем каналам сразу. Я еще раз внимательно осмотрел плату и в какой-то момент даже зашел в тупик. Но затем я решил пройтись по Board View и замерять прям все напряжения, которые должны присутствовать на этой плате. Пошел с самого начала, прям подряд. И споткнулся на одном из напряжений. Это VPP, одно из напряжений, используемых для питания памяти. Я раньше не сталкивался с проблемами по нему, поэтому не был до конца уверен, как оно должно себя вести. К примеру, одно из основных питаний процессора, напряжение GFX, на этой плате поднимается только под нагрузкой. Это нормальное поведение в целях энергосбережения. Поэтому я полез искать информацию по напряжению VPP. Открываем даташит на какую-то память GDDR6 и видим такое описание. VPP должен быть равен или выше напряжения питания всегда, когда устройство включено. То есть это напряжение обязано подниматься. Также оно отображено в Power Sequence. И контролируется этот процесс либо разрешающим сигналом PowerGood от шим-контроллеров или преобразователей, либо наличием самого напряжения. За линию VPP на этой плате отвечает преобразователь U302. Вот он на ваших экранах. Давайте его потрогаем. Для начала выход напряжения VPP. Подаем питание и видим 370 мВ. Напряжение не поднимается. Но если оно не поднимается, как же мы проходим Power Sequence? Давайте проверим сигнал PowerGood. Преобразователь выдает его только в том случае, когда нужное напряжение успешно поднято. Подаем питание и видим 2,9 вольта, что воспринимается как высокий уровень сигнала. То есть преобразователь не сделал свою работу, но при этом всем вокруг говорит, что сделал, прям как один мой знакомый. Ну давайте домеряем до конца. Сток полевого транзистора 1,8 вольта, как и должно быть. Разрешающий сигнал для запуска преобразователя 2,7 вольта. При минимальном пороге в 2 вольта он является высоким. И, наконец, напряжение питания самого преобразователя 5 вольт в норме. Так что же получается? Преобразователь не поднимает нужное напряжение, при этом выдает сигнал PowerGood, соответственно Power Sequence проходит дальше, поднимаются остальные напряжения, а карта, конечно же, не работает, потому что VPP у нас отсутствует. А значит, этот преобразователь работает некорректно, поэтому что мы сделаем? Разумеется, мы и его поменяем на такой же с донорской платы. Вот что у нас получилось. Выглядит неплохо. Давайте померяем и узнаем, изменилось ли что-то в поведении платы. Подаем питание и 1,8 вольт наконец поднялись. Перепроверим, что у нас с сигналом PowerGood. И он тоже в порядке, 2,9 вольта.
А теперь я покажу одну деталь, которую заметил при первичном осмотре, но не придал особого значения. А зря. Это линейный стабилизатор, который обычно формирует напряжение 5 вольт для порта HDMI. Как видно по неаккуратной пайке, его уже меняли. Так вот, иногда это же напряжение используется и для других нужд. В этом случае у этих 5 вольт помимо порта HDMI есть еще 3 потребителя. Посмотрим на Board View, аналогичный по компонентам платы от Gigabyte. Итак, первый. Через MR402 мы попадаем на U303, преобразователь для линии 1,8 вольта, тот самый, что я заменил в начале. Второй. Через MR403 мы попадаем на U309, преобразователь для линии 0,75 вольт. Его я также заменил как неисправный. И, наконец, третий. Через NR322 мы попадаем на U302, который и был заменен последним. Что ж получается? Линейник пробило, и на линию 5 вольт прилетели все 12. Это вышибло 3 преобразователя, и карта перестала работать. Вероятно, предыдущий ремонтник заменил деталь с видимыми повреждениями, но не понял, что же делать дальше. А мы же тем временем соберем плату для предварительных тестов и попробуем снова прогнать тест памяти. Как видим, на этот раз тест пройден без ошибок. Переключаемся на вывод с видеокарты, и система успешно запустилась, загрузилась и в дальнейшем прошла все тесты. А на этом на сегодня все. Спасибо.